Сегодня я хочу рассказать об одном красивом и неприхотливом растении, которое отличается быстрым ростом, отличной приживаемостью и редкой пластичностью. Называется ива извилистая или ива мацудана. Это сильно ветвистое, раскидистое деревце, которое можно формировать в любом виде, например, в штамбовой форме или как высокорослый кустарник. Его часто используют для быстрого озеленения территории, притенения беседок и зон отдыха, создания живописных аллей и как отдельно посаженное растение, так как этот вид ивы эффектно смотрится круглый год. У ивы мацудана множество положительных качеств. Она привлекательна своей роскошной ажурной кроной, состоящей из красивых извилистых ветвей и удлиненных закрученных листьев. Каждый, даже самый маленький и тонкий побег отличается своей выразительностью благодаря необычной изогнутой форме. За необычный спиралевидный вид данное растение получило еще одно название – ива штопорная. Данный вид ивы выглядит живописно в любую пору года. Даже зимой ее красивая кучерявая крона отчетливо выделяется среди прочих культур. У извилистой ивы не только причудливая форма ветвей, она еще отличается своей яркой окраской. В молодом возрасте побеги имеют желто-зеленый или оливковый цвет, а позже они становятся красно-коричневыми. Ива мацудана без труда украсит даже зимний сад, ведь на белом заснеженном фоне особо четко выделяется ее густая спиралевидная крона. В апреле побеги покрываются мелкими изумрудными листиками и желтыми сережками-цветками. С приходом тепла листья постепенно удлиняются и красиво закручиваются, показывая одновременно свою глянцевую ярко-зеленую поверхность и сизую изнанку. При малейшем дуновении ветра тонкие извилистые и поникающие ветви изящно колышутся, шелестя узкой удлиненной листвой. Это деревце привносит в сад особый шарм, динамику и графичность. Но что еще меня удивило, в отличие от других листопадных растений, ива мацудана не сбрасывает свои листья до глубокой осени, вплоть до прихода морозов. В моей климатической зоне 5Б эти деревья стоят с желтовато-зеленой листвой по ноябрь. Ко всем плюсам стоит отметить их высокую засухоустойчивость. Поливать вам придется только молодые высаженные саженцы. После того, как они хорошо укоренятся, деревца уже будут способны самостоятельно добывать себе влагу. В своем саду иву я практически не поливаю. Все дело в том, что у этой культуры достаточно мощная корневая система, далеко уходящая вглубь. Кстати, еще один плюс в том, что под ее кроной вы можете высаживать разные невысокие растения, так как они не станут конкурировать своими корнями. Но для ивы необходимо сразу подбирать подходящее место, ведь с годами пересадить ее уже будет весьма проблематично. При посадке учитывайте размеры ее широкой раскидистой кроны, скорость роста и высоту. Это дерево способно вырастать на высоту 5 и более метров. Хотя если вы не желаете иметь высокорослую крону и поддерживать ее в аккуратной форме, деревце можно стричь. Это растение перенесет даже самую неумелую и кардинальную стрижку. Главное делать ее до или после сокодвижения. В конце зимы и ранней весной удаляют подмерзшие, а также все поврежденные ветви. А в первой половине лета, или еще лучше поздней осенью, производят более кардинальную обрезку. Ива мацудана сможет расти как на солнце, так и в небольшом притенении. Она непривередлива к качеству почвы и приживется даже на участках с высоким залеганием грунтовых вод. Ведь в природе эти деревья часто произрастают на берегах рек и озер. Стоит сказать, что большинство видов ивы отличаются своей живучестью и умением приспосабливаться к разным, даже неблагоприятным условиям. Они легко укореняются с помощью своих ветвей. Достаточно нарезать ее побеги и поставить их в воду, как они уже через несколько дней начнут наращивать корешки. Чтобы размножить иву, ее веточки можно просто заглубить во влажную почву и накрыть их прозрачными пластиковыми емкостями. На следующий сезон это уже будут укоренившиеся растения, которые можно будет отсадить на постоянное место. Ива мацудана идеально подойдет тем, кому необходимо за короткие сроки озеленить свою территорию. Ее саженцы отличаются высокой скоростью роста и способны давать годовой прирост до 1 метра. Особенно это касается молодых растений. Взрослая ива растет помедленнее, отрастая за год на полметра.
Такое дерево будет красиво смотреться отдельно посаженным в качестве солитера, например, посреди газона. С помощью извилистой ивы можно всего за несколько лет создать приятную ажурную тень для своей зоны отдыха. Она также будет очень удачно смотреться вблизи садового водоема. Ее поникающие спиралевидные ветви не только притягивают взгляд, но и своим легким покачиванием и тихим шелестом листвы успокаивают, создавая атмосферу романтики и умиротворения. Ива Мацудана отлично подойдет для придания саду ноток восточного стиля, а ее ажурная крона послужит красивым фоном многим растениям. Но и это еще не все ее достоинства. Немногие знают, что эта культура способна активно очищать воздух вокруг, поглощая пыль и вредные вещества. Ученые подсчитали, что взрослое дерево за летний период задерживает до 38 кг пыли. Это растение также очищает от тяжелых металлов, а его мощная корневая система служит отличной защитой грунта от эрозии. Отдельно хочу сказать про зимостойкость этого вида ивы. Мацудана станет расти даже в 4-й климатической зоне. Взрослые растения выдерживают морозы ниже 28 градусов. В отдельных случаях ее неодревесневшие молодые побеги могут вымерзать, но с потеплением ива хорошо восстанавливается. В садах с более суровым климатом молодые саженцы в первые пару лет лучше укрывать. С возрастом зимостойкость дерева значительно повышается. Благодаря своей высокой декоративности и неприхотливости, засухоустойчивости, выносливости к загазованности, а также стойкости к болезням и вредителям, иву Мацудана часто высаживают в городских дворах и парках. Такие растения идеально подходят для быстрого озеленения тех территорий, на которых далеко не многие растения приживутся. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.